Всем привет, с вами Кисель. Так вот, у нас вышло 15-е обновление, которое ввело в игру не так, чтобы прям много различного контента, но порядочно. Мы можем проникнуть внутрь торговецкого вихря на вопрос, как нам это сделать и как нам там выжить. А обо всем подробнее далее, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, СМИ контент, если хотите поддержать меня, и контент, который выходит на канале, то все ссылочки в описании под видео, бусти и донатики. А теперь, поехали. Давайте-ка начнем с выбора корабля под все это дело, потому что это довольно важно. Чем быстрее ваш корабль будет, тем, конечно же, лучше, но важны еще и другие переменные, такие как количество корпуса, температура корабля и количество внешнего оборудования, что тоже очень немаловажно. Это можно сделать на Мамбе, это можно сделать на Фердилансе. Те же самые Анаконда, корвет, каттер. Да, можно и очень даже хорошо это можно сделать на каттере, даже более комфортно, нежели на Анаконде или корвете из-за его максимальной скорости в таком фите под 500 метров в секунду. Быстрее доберетесь, а это важно. Да и Diamondback Explorer тоже подойдет. Скорость есть, самая низкая температура в игре практически как у Дельфина. Но я буду рекомендовать другой корабль, который мы использовали, потому что на нем было уж очень комфортно все это делать, нежели на остальных. Крайт Фантом в этом плане просто великолепен. Большая скорость, большое количество корпуса, есть даже вооружение. Можно взять Крайт МК-2, он будет даже пожирнее, но будет чуть-чуть помедленнее. Так что Крайт МК-2, Крайт Фантом – мои рекомендации для вас. Начнем с вооружения. Брать вооружение стражей туда, ребят, я вам не советую категорически. Там все от стражей издыхает, за исключением усилителя корпуса стражей, потому что он не имеет целостности как модуль. Пушки, силовые, усилители модуля, усилители щита. Все просто-напросто выгорает. Поэтому нам нужно улучшенное многоствольное АИ-орудие на гимбалах, которое можно взять лишь только в одном месте. Видео есть на канале, но если вкратце, на спасательных мегашипах. И берите лучше гимбалы. Далее. Чтобы преодолеть отталкивающую волну, нам нужен нейтрализатор торговецких импульсов. Одноименное видео имеется на канале и вышло прямо перед этим. Без него то попасть не получится никак от слова совсем. Что теплоотводы, они ситуативны. Чтобы просто понизить температуру, если это нужно будет вам. Но антикоррозийная катапульта нужна, чтобы вы просто не померли от коррозии, которая будет вас сжирать на протяжении всего полета до центра. В центре коррозии нет, но на подлете к ней на протяжении всего полета вас будет жрать это дело. Поэтому берем. Одноименное видео, конечно же, есть на канале, те же самые спасательные магашипы, но эту штуку нужно открывать у техноброкера. Что за улучшенный ксеносканер? Если вы будете сканировать торгоидов, то, пожалуйста, берите. А так, в принципе, не нужно. Далее, переходим к основному оборудованию. Торгоидам наплевать на резист, насколько вы знаете. Нам нужно как можно большее количество щита. Композиция реактивной поверхностью, толстая броня, утолщенная броня. А вот силовой установкой довольно интересно. Поскольку мы летим без щитов, мы не так уж и много кушаем энергии. И поскольку чем мы холоднее, тем будет лучше для нас, в следующих видео я расскажу почему, тем будет лучше. Так вот, берем силовую установку А-класса, ставим силовую установку с малым излучением и рассеивание тепла, либо бронированную силовую установку. Маневровые двигатели. Чем выше наша скорость, тем гораздо лучше, поэтому грязная донастройка двигателя и ускорители. Рамочно-сместительный, чтобы просто туда долететь. Чем больше прыжок, тем лучше. И на Фантом встает FSD V1. В таком фите он прыгает 31 год. И если я поменяю на обычный заинженеренный FSD, упадет до 28,5 лет прыжок. Мелочь, а приятно. Система жизнеобеспечения просто чтобы была. Распределитель питания, чтобы мы могли делать буст, потому что наше вооружение вообще не же распределитель практически. И сенсоры, какие вам угодно. Так что переходим дальше. В разделе дополнительного оборудования. Усилители корпуса, надежное усиление, утолщенная броня. Далее, антикоррозийный стеллаж ситуативно. Потом в следующих видео поймете почему. Контроллер дронов иных, который имеет у себя на борту дрона-исследователя, дрона-ремонтника и дрона-очистителя, тоже ситуативно, потому что вот на таком корабле он будет чинить вас очень и очень плохо. На кораблях из серии Анаконды, Каттеры, Корвет можно поставить 7-й класс дронов, причем мультиконтроллер дронов, который будет хилить вас уже гораздо более порядочно. Дальше также усилители корпуса. Можно поставить усилитель модуля, но мне это было не нужно. Я и так довольно долго жил на этом крайте. Прям очень долго, что удивительно. И контроллер дроносборщика, если захотите что-нибудь собрать.
И вот этих 4400 брони, в принципе, вам хватит. У Крайта МК-2 будет больше, если что. Но меньше скорость. И меньше прыжок. Можно, конечно, попробовать влететь туда без антикоррозийных катапульт. Путем того, что у вас гигантское количество корпуса, и пока вы летите, дрон вас будет не очищать, потому что это не работает в том месте, а именно чинить. Вот тогда можно. На Анаконде получится, я думаю. Количество антикоррозийных катапульт, которое нужно, не меньше 2, как по мне, для Фантома, чтобы был запасик на всякий случай. В чате вчера на стриме люди писали то, что и с одним долетали. Но на корабли такие, как Анаконда Катер, я бы ставил аж целых 3. Как-никак у них меньше скорость. У Катера не критично. У Катера 500, а здесь у нас получается 587-590. Ставьте 2 и не парьтесь. И отправляемся к Торгоидскому вихрю. Таранис очень в этом плане, конечно, удобен. Находится в 123 световых секундах от звезды сам вихрь. Лететь нужно будет не так долго, и вас не будут перехватывать. А вот теперь по поводу перехвата. Это важно. Не просто так рекомендую Крайт Фантом. Он улетает совершенно спокойно на бусте от любого торговецкого корабля, даже от Василиска, который летит 530 метров в секунду. Катер, примерно тоже может улететь, если кинет теплоотвод и будет лететь в одну точку. Успеет зарядить ФСД. Анаконда, Корвет, тут могут быть довольно серьезные проблемы. У них низкая скорость. Ну вот, пожалуйста, я сделал тот прыжок, меня сразу хватает, и... Хорошо, что я на Крайте. Тут 2 торгует, а может быть и 3. По идее, может быть и 4, но больше я не видел 3. И все. Мы спокойненько, безнаказанно от них улетаем. Они не могут нас догнать. В предыдущем видео говорил, здесь повторюсь. Новый модуль вы можете забиндить на кнопку отдельно, а не выводить его через огневые группы. Я сейчас говорю про нейтрализатор торговецких импульсов. Вот мы уже прилетаем к Мальстриму, к Торгоидскому вихрю. И в принципе мы можем выйти из гиперкруиза, у нас будет довольно порядочная скорость. А не просто подлететь вплотную, как летали ранее. 20 тысяч с копеечками, нормально. Нормально. И летим. Остерегайтесь этих пацанов, потому что мы летим без теплоотводов. Сразу делайте распределитель 2 в двигатель, 4 в систему, потому что нам нужно будет держать нейтрализатор зажатой кнопкой, а не просто нажал и отпустил, как с теми же самыми теплоотводами. И нужно поймать, так сказать, момент, когда его лучше включать. Говорил об этом в предыдущем видео, но здесь тоже повторюсь. Ориентируйтесь на звук. Нужно, чтобы нейтрализатор сработал примерно, когда эта волна будет выходить. Как-то так. Наш корабль резко тормозится и начинает резко нагреваться. Поскольку силовая у вас бронированная, либо вообще холодная, как у меня, корабль будет остывать быстро. Сильно не повредитесь. Все. Вы внутри. Не хочу сильно растягивать видео и запихивать все в одно, поэтому будет разделение, что находится внутри и как с этим взаимодействовать, будет в следующем видео, которое выйдет примерно через час. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры. Лайкосики, подписочки, донатики и все это прекрасное. В описании под видео все возможные ссылочки, плейлисты, социальные сети и помощь каналу. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра. Ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи. И да, сегодня будет много видео.